Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 13 июля, пятница. Интересное число, друзья. Новая шапочка у меня, потому что жарко, и панамки мы надеваем. Я не знаю, как это сейчас все выглядит. Света смеется, дала мне сначала другую шапочку, но она была уже совсем слишком такая, не камильфо. Поэтому решил остановиться на этой, друзья мои дорогие. Что у нас происходит? Юбилейный год прожит, жизнь продолжается. Сегодня, друзья, у нас пик жары, поэтому вот без шапочки, ребята, на улицу выходить просто нельзя. От слова нельзя. Надо обязательно пить много воды. Вот что у нас в Израиле рекомендуют все, когда дикая аномальная жара, когда влажность, пить много воды. 3 литра в день воды просто брать, заливать в себя и исключить обезвоживание. Ребят, важно на самом деле, особенно немолодым людям, типа меня, много пить жидкости. Никакой кока-колы, никаких соков, никаких сладких напитков, ребят. Вот, честно говоря, мы со Светочкой здесь, в Болгарии, вообще не покупаем вот всю эту химическую гадость, типа фанты, колы, спрайты и все, что с этим, лимонады. Делайте все натурально, благо у вас есть купить свежие какие-то фрукты, которые не так много сезонные стоят, варить компоты, охлаждать их, делать лимонады и заливать обычной хорошей минеральной или газированной водичкой со льдом, и у вас все получается вкусно. Я даже, честно сказать, рассматриваю сейчас купить вот такую фигню, коробочку такую, которая изготавливает лед. Единственное, что меня смущает, что она не очень дешевая. Вот. Но придется покупать, потому что в холодильнике льда не хватает. Теперь, что еще хотел сказать. Что-то у нас в последнее время в Скалско есть некие проблемы с водой. Что это значит? Очень много было дождей, были какие-то аварии на водостанциях, и вода в кране стала хуже. Это реально ощущается, это реально чувствуется, потому что если раньше из-под крана наливал в чайник, и я видел, что в чайнике нет накипи, то совсем недавно я смотрю, вообще ужас. И поэтому перешли чисто на то, чтобы прекратить полностью пить воду из-под крана и набираем, пьем и в чайник, пьем чистую минеральную воду, покупаем там 10-литровые бутылки, Дивин там, Дивайн или еще чего-то. Да, на этом нам уже не сэкономить, ребятки. Да, если раньше из-под крана бесплатно, то сейчас такие колбочки. Да, если ездим, по поводу экономии фигня, если ездим через перевал Шипку, там есть очень много родников таких хороших, и вот туда берем там бутылки 3 10-литровых, набираем, чистая питьевая вода. Вот такое вступление у нас, побрился, да, пришлось, хотя бреюсь, ребят, когда хочу, тут нет никакого предпосылки, там, что иногда лезвия кончаются, там, то все. Вот. Настроение у нас очень хорошее, позитивное. Так как узнали вчера, что в ближайшее время к нам приезжает наш сынок, после года нашего нахождения в Болгарии, наконец-то нас посетит наш младший Стивен, сын. Сейчас будем смотреть билеты для него и готовиться к его приезду. Поэтому у мамы и у папы настроение хорошее. Главное придумать сыну культурную программу, чтобы ему не было скучно в этой нашей, как говорится, сельской глуши. Окей. Друзья, как уже принято, я делаю сегодня некий обзор одного комплекса по просьбе подписчицы. Ребят, меня иногда просят: Дима, поставь, Дима, спроси, стоит ли это. Ребят, присылайте фотографии формата, мне нужно несколько фотографий, несколько видео, где-то форма минуты по 2, по 3, по 5, чтобы я мог показать, рассказать свое мнение, спросить ваше мнение, выслушать ваши комментарии. Это важно, и это на самом деле интересно всем, потому что люди в поисках. Разные люди в поисках покупки дома, земли, апартаментов, квартиры, участков, комплексов с таксой поддержки, комплексов без таксы поддержки. Всем это интересно, и всегда это лучше увидеть не от риэлтора, а от первого лица, где всегда покажутся и будут рассказаны плюсы и минусы, и где не будут стерты никакие комментарии. Итак, сегодня к вашему вниманию прилагаются апартаменты в комплексе с таксой поддержки
Какая такса поддержки, я не знаю, мне не сказали. Ну, напишут потом, если будет интересно. Комплекс находится на Солнечном берегу, это Слынчев бряг по-болгарски, это Черноморское побережье, туда, куда те, кто любит море, очень хотят поехать и там жить. Никаких проблем. Выкладывается информация, вы обсуждаете, говорите фу, говорите ура, говорите фи, говорите я в этой глуши никогда не куплю или мне очень нравится. Любые комментарии и мнения уважаемы. И более того, друзья, я вам скажу, что посредством таких видео всегда можно для себя получить информацию. Может, кто-то живет в этом комплексе. Поинтересоваться, хороший комплекс, где проблемы в комплексе. Всегда нужно искать проблемы в комплексе. Потому что по фотографиям, по видео вам всегда все очень понравится. Но надо искать подводные камни. Это закон, потому что чудес и подарков не бывает. Если стоимость дешевая, значит почему-то она дешевая. Если стоимость дорогая, значит почему-то она дорогая. Здесь не может быть дешево и прекрасно. Поэтому не кидайтесь на дешевые предложения. Это проверено уже временем. Потому что некоторые люди, исходя из определенного бюджета, полностью упираются в этот бюджет и даже не рассматривают что-то подороже. Всегда подумайте, почему такая дешевая цена. Про дорогую цену мы не говорим. Там это уже отдельный сегмент. Итак, сейчас выложу несколько фотографий, потом продолжу, а видео будут в конце. Смотрите до конца, ребята. Солнечный берег, Слынчев бряг, комплекс под названием Марвел. 116 квадратных метров, друзья. 2 спальни, 116 квадратных метров, это хорошо, это много. Не маленькие апартаменты, значит, надо учитывать, сколько вы будете платить таксу поддержки и считать. 3-й этаж. Ну, естественно, бассейны, инфраструктура, это все можно, в принципе, уже в дальнейшем, кому это будет интересно, зайти в Google. У нас Google друг, кому-то друг, кому враг. И в Google написать комплекс Марвел, Слынчев бряг, 3-й этаж, 116 метров, 2 спальни, 79 тысяч евро. 79 тысяч евро. Дорого это, ребятки, или дешево? Я, честно говоря, не могу сказать и не могу оценить, потому что я там не живу. Поэтому очень прошу вас, кто живет рядом там, кто знает этот комплекс, кто живет в этом комплексе, у кого друзья купили в этом комплексе, пожалуйста, откомментируйте. Это важно. Никакие комментарии я убирать не буду. Пишите любые комментарии. Только, пожалуйста, без мата и без оскорблений. Потому что это я уберу. Здесь все для вас. Здесь мы ни с кого, с друг друга денег не зарабатываем. У нас все идет информационно, приятно и позитивно. Поэтому, если кто-то напишет, что это комплекс, извините, говно, ну, обоснуйте, почему он говно. Или он скажет, прекрасный комплекс, я там жил, я там был. Напишите свое мнение. Это уважаемо, и это будет важно всем подписчикам. Кому не интересуют апартаменты, ну, наверное, не смотрите это видео. Это абсолютно нормально. Вот. Я по своей натуре очень такой человек, который интересуется всем. Мне нужно понимать, почему, что, как, где. Из-за этого я вообще складываю картину того, что происходит сегодня в Болгарии, что происходит с ценами. А с ценами, друзья, все происходит очень просто. Квартира, которая стоила 2 года назад, предположим, 60, будет стоить 80 плюс. Квартира, которая 7 лет назад стоила, предположим, 40, сегодня будет тоже очень вырасти в цене. Но, господа, очень важно учитывать нюанс апартаментов именно в комплексах. Что сейчас тенденции, что может происходить. Сейчас, к сожалению, идет война, и многим россиянам отказывают в визах. Даже отказывают в визах иногда тем, у кого уже есть недвижимость. Это, я не считаю, что это правильно, но это уже политический аспект, который уходит в сторону. И что происходит? Люди в этот момент, имея
недвижимость, апартаменты в комплексах, за которые они должны платить таксы поддержки, физически не могут приехать в Болгарию. Есть проблемы у многих с переводом денег. Не у всех, у многих. Кто-то решает. А как оплачивать коммуналку, таксу поддержку? Ребят, чтобы вы понимали, управляющие компании в этих комплексах, для меня это сразу враги. Я им сразу заранее не верю. Если вы думаете, что они все суперпорядочные, нет. И многие во многих комплексах начали уже пользоваться вот этой ситуацией с россиянами и просто беспредельничать. Сдавать их квартиры, не давать им деньги. Это некрасиво, это не цивилизованный мир. Надо учитывать. Поэтому тенденция тоже состоит в том, чтобы рассматривать, если россияне продают срочно, вы можете купить у них быстро. Но тенденция сегодня, многие россияне ставят цену завышенную и продают долго. Ну, завысьте цену, долго вы не продадите. Если у вас есть проблемы, продайте быстро. Опять же, никакой политики, я здесь не даю никаких советов и критериев. И, пожалуйста, дорогие мои российские подписчики, не надо реагировать на это как-то негативно. Я говорю то, что есть на самом деле. Нейтральная моя позиция по рынку. Многие хотят продать, а когда многие хотят продать, цена обычно не растет. Тут стоп. Давайте мы просто будем смотреть видео. Друзья, не забудьте подписываться. Ну, комментарии очень приятны. Кнопочка спонсорства на канале присутствует. И я очень благодарен тем людям, которые оценили мой труд и сделали немножко донат. Приятно, приятно. Спасибо. Насим, смотрите видео. Хубов ден. Шейрхам йом наим. Хаварим шили. And have a nice day, my friends. Ciao, ciao.